Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить пикантные новости и слухи про Чингука и Тэхёна. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Итак, что же произошло у нас интересного? 10 января мы увидели сногсшибательные фотографии Тэхёна для Harper's Bazaar Корея. Нам показали 3 сумасшедших обложки Тэхёна и попросили выбрать ту, которая нам больше всего понравилась. Обложка, получившая наибольшее количество голосов, будет представлена в качестве репрезентативного изображения на различных каналах Базар. Полную историю фото Ви, которая выделяется своими визуальными эффектами, можно найти в февральском выпуске Базар и на его веб-сайте. Все фотографии огненные, но я за ту, где Тэхён на фоне моря. А вам какое фото больше понравилось? Период голосования 15 января. Такой Тэхён с таким Чингуком. Ребята решили нас добить. Есть на что посмотреть перед сном. По данным ЕС-24, разворот Ким Тэхёна в журнале Базар Корея состоит из 20 страниц. Будете заказывать журнал? Целых 20 страниц красоты. Некоторые люди не могут поверить, что фото реального человека, а не персонажа аниме. Что за аниме? Где можно посмотреть? Это не аниме, это Тэхён, айдол из Южной Кореи, и фотосессия для журнала Базар. О, боже мой, не может быть, чтобы это был реальный человек, я не верю. 9 января мы получили фото нашего драгоценного и любимого зайчика из тренировочного центра. В этот раз на фото Ичимин в маске. Как же я рада, что фотографии с Чонгуком все же будут публиковаться, пусть и в маске. Видимо, Чонгук отлично себя чувствует, раскованно. Надеюсь, что он дружит со всеми ребятами в роте. И еще одно фото Чонгука, снятое во время боевой подготовки. Я надеюсь, пузико Чонгука не отмерзло. Наш Чонгук усердно тренируется, пожелаем ему удачи. Брат Ор о Намджуне и Тэхёне. Ви и RM получили самые высокие оценки в 3 испытаниях по физической силе. Если новобранец получает более 3 лучших оценок, они становятся лучшими и получают поощрительный отпуск в день выпускной церемонии. Награда, которой все завидуют. Когда Ви бежал на длинную дистанцию, мой младший брат хлопал и сказал: «Ты получишь самую высокую оценку». Затем Тэхён громко ответил: «Спасибо». Как же я обожаю эти весточки от поклонников. Ор поделился историей о Тэхёне. Парень двоюродной сестры моей подруги служит в Нонсане. Он рассказал о церемонии зачисления. Он сказал, что Тэхён действительно очень красивый и высокий, а его лицо размером с кулак. Если людей просят добровольно участвовать в таких вещах, как бег, Тэхён делает это. Кто-то делал с ним приседания, и Ви помог ему. Кроме того, в день рождения Тэхёна к обеду подавали суп из морских водорослей. Все говорили: «О, у BTS день рождения!» Лицо с кулак – это комплимент такой? Интересно, ребята будут после окончания службы общаться и переписываться со своими сослуживцами? Было бы здорово, если бы они нашли новых друзей. Юми упомянула Тэхёна в прямом эфире.
Тэхён потрясающий человек, и он также действительно заботится о людях, о своих поклонниках. Я чувствую, что у него очень чистое сердце, и я думаю, что он будет таким навсегда. Он просто ощущается как человек с добрым сердцем. Вот кто он такой. Я думаю, это потрясающе, когда находишь таких людей. Как будто ничто не может лишить их нежности. Как же приятно это слышать, как о родном человеке услышать от людей что-то очень хорошее, и такое же чувство радости возникает в душе. Подруга Арми была в ресторане, который Чонгук посетил перед зачислением в армию, и сотрудники заведения сказали ей, что Чонгук просил их быть очень добрыми к Арми, которые приходят туда. Ты же наш любимый зайка, такой заботливый. Спасибо за твою любовь. Интервью Тэхёна для Compose Coffee. Здравствуйте, это рекламная модель Compose Coffee Ви. Рад встрече. Что за милый лохматый гений. Рекламный ролик фокусируется на выражении концепции создания музыкальной композиции. Создание идеальной чашки кофе, словно сочинение музыкального произведения. Так вот почему у Тэхёна такая прическа. Он в образе композитора. Ну просто гений. Тэхён поделился, что из всего ассортимента кафе он предпочитает больше всего аджача, чай с лимоном с цитроном. Самое приятное воспоминание Тэхёна о его бабушке – это посещение парка и совместное наблюдение за восходом солнца, за чашкой лимонного чая. Как же это трогательно! Чай с цитроном теперь распродан в некоторых кофейнях Compose, после того, как Тэхён назвал чай с цитроном своим любимым напитком. Танцор, который работал с Чонгуком для Dreamers, рассказал о нем в одном из небольших интервью. Он действительно очень скромный парень. Я знаю так много крупных артистов, но Джеки действительно хорош. Он разговаривал со всеми каждый раз. Он никогда никого не игнорировал и не думал типа «я знаменитость». Чонгук потрясающий, все, кто работал с ним, всегда восхищаются им. Отец Тэхёна был упомянут в последнем выпуске радиостанции MBC. Радиоведущий Ким Гура рассказал, что отец Тэхёна живет в том же районе, что и он, и его младший ребенок однажды получил карманные деньги от отца Тэхёна. И Тэхён такой же добросердечный, как и его отец. 10 января вышли 7 и 8 эпизоды BTS Monuments Beyond the Star. Тэхён, это бежевый, все намокнет. Что, если оно станет коричневым? Наши драгоценные мальчики и тот самый момент. Хочется остаться в этом мгновении. Чонгук и Бокс. Что может быть лучше? Как же я люблю Чонгука, боксера. Лучше может быть только Чонгук, который спешит переодеться между выступлениями. Спокойствие, только спокойствие. Тэхён поражает своими способностями. Дизайн интерьера я разработал сам. Я занимался изучением интерьерного дизайна примерно 6 месяцев. Я придумал дизайн для некоторых вещей, нарисовал их и попросил кого-то их изготовить. Я сделал все по своему вкусу. Мне нравится берлога нашего медвежонка. Было очень оживленно, когда мы жили вместе. Но теперь, когда я один, я мало разговариваю.
Мне нравится быть одному, но мне немного скучно, потому что я всегда один. Но даже когда я один, мне есть чем заняться. Так что не то, чтобы я не могу вынести жизнь в одиночестве. Я играю в игры по выходным и слушаю весь день музыку. Вот мы и побывали в гостях у Тэхёна. Чонгук, эй, давно не виделись. Ты должен сделать вот так. Чимин, нет, мы так больше не делаем. Присоединимся к миру взрослых. Чонгук, если бы я не пришел к Чимину, я бы принял ванну и выпил пару бутылок пива перед сном. Я рано ложусь последнее время. Чимин, я сейчас засыпаю час ночи, но просыпаюсь все равно 4 дня. Чонгук, ты не должен так делать, нужно вести здоровый образ жизни. Не то чтобы я юнги, но нужен правильный образ жизни. Чимин, ты сейчас был очень похож на юнги. Чонгук, я тоже так подумал. Макне поучает Хёна. Чонгук дело говорит, все правильно. В то же время Чонгук. Доктор, ты пил чай, который мы тебе дали? Чонгук. Ох, нет, простите, я забыл. Я ни разу не выпил его. Чонгук смотрит, как Джин бреет голову. Джин, я вообще не ожидал, что Чонгук придет. Чонгук, я только что проснулся, я поставил будильник для тебя. Ребята также позвонили Тэхёну, чтобы показать стрижку. Настоящая семья. Немного об учебном центре Чонгука и Чимина. В свободное время по выходным новобранцы могут заниматься в тренажерном зале, петь в караоке, играть в игры. Чонгук с Чимином будут устраивать концерты даже в армии. График смен Чонгука 11 января, четверг. Тактический марш-бросок на 20 километров. Был полностью отменен из-за мелкой пыли. Почетная церемония почтения памяти воинов, героически погибших в битве. Техническое обслуживание после марша, отдых, восстановление сил. График смен Тэхёна. Обучение умственной силе. Звучит как тема диплома. Арми разместила заказ на покупку журнала Харпер's Bazaar Корея с Тэхёном в книжном магазине Кёбо. Но получила ответ, что, к сожалению, магазин получил больше заказов, чем у него было на складе. Основные издательства журнала тоже не успевают справиться с огромным наплывом заказов. Это неудивительно. Эффект Ким Тэхёна в действии. Лучше Ким Тэхёна может быть только Ким Тэхён. Артем Федорченко, мастер спорта по фигурному катанию, танцор-хореограф, в Инстаграм. Такую интерпретацию хореографии к Standing Next to You мы еще не видели. Это определенно нужно увидеть Чонгуку, он заценит. Это очень круто. Что вчера ели наши драгоценные мужчины. Четверг. Завтрак Тэхёна. Рис, рагу из кимчи и тунца, тушеная курица с овощами без костей, салат из редиса с приправами, йолму кимчи. Калорийность 690 килокалорий. Завтрак Чонгука. Рис, суп из пекинской капусты и соевой пасты, жареный картофель с беконом, жареное мясо из говядины, кимчи из капусты. Калорийность 739 килокалорий. Обед Тэхёна. Рис, суп из рыбных котлет, жареная копченая утка, маринованный зеленый лук, съедобные листья из редьки, кимчи. Калорийность 835 килокалорий. Обед Чонгука.
Рис, суп из рисовых лепешек с морепродуктами, кусочки жареной курицы плюс острый куриный соус, острый соленый кальмар с овощами и редисом, чонгак кимчи, разновидность кимчи из белой редьки. Калорийность 597 килокалорий. Ужин тэхёна. Рис – острый рыбный суп с овощами, чапче – острые тушеные свиные ребрышки, кимчи из редьки, молочный коктейль со вкусом клубники, йогурт. Калорийность 1131 килокалория. Ужин чонгука. Рис с жареным мясом, омлет с огурцом, яично-грибной суп, жареная курица с перцем, маринованные огурцы, кимчи, рамен. Калорийность 1495 килокалорий. Заметили, какой калорийный ужин у ребят? На этом я заканчиваю данную тему. До встречи!